Специальное издание Guerlain. Это Rouge Bonheur Millésime от Guerlain. Флакон номер 1003 из 1785. Ровно такое количество будет выпущено в этом 2026 году. Это лимитированный, пронумерованный выпуск, посвященный китайскому Новому году. Году огненной лошади. Привет! С вами Мэй Парфам, я Андрей. Сегодня Rouge Bonheur 2026 года Millésime от Guerlain. Концентрация Eau de Parfum. Третий лимитированный выпуск из особой серии Exceptional Rendezvous, который Guerlain каждый год создает к китайскому Новому году. 2026 год по китайскому календарю год огненной лошади. Лошадь – символ силы, скорости, свободы и неутомимого стремления к успеху. И именно в ее честь дом сделал этот выпуск. Тираж всего 1785 экземпляров на весь мир. Парфюмер Дельфин Жельк, главный нос Guerlain. Сама она описала аромат так: это ода счастью, удачи и радости. Это встреча пламенно-красной розы и ярко-свежего имбиря. Унисекс. Поехали! Давайте распакуем эту коробку. Распаковывая данную коробку, это особый момент. Данные флаконы попадаются в руки совсем не часто. Внутри два флакона. Один на 125 мл основной и второй на 30, дорожный вариант с распылителем. Основной флакон. Внутри карточки с описанием данного аромата, а также чему посвящен данный аромат. Перед нами историческая бибатл или пчелиная бутыль. Этот флакон был создан Guerlain еще в 1853 году для императрицы Евгении, супруги Наполеона III, и до сих пор производится той же стекольной мануфактурой, которая делала его 170 лет назад. Стекло здесь алого красного цвета, цвета счастья и удачи в Китае. На передней панели массивная скульптурная голова лошади, покрытая 24-каратным золотом и инкрустированная 78 кристаллами Сваровски. Давайте нанесем его и послушаем. Представьте, китайский Новый год, большая семейная столовая, снаружи холодный январский воздух, внутри тепло, золотой свет, аромат имбирного чая и красные пионы в большом зале. На столе острые имбирные пряности и розовые конфеты. В воздухе приятная свежая прохлада. От только что открытой двери, а из глубины комнаты тянется теплый кедровый запах деревянных балок старого дома. Все это счастье, движение и праздник. Старт, перец и имбирь. И вот здесь начинается главная неожиданность. От ароматов с китайской символикой обычно ждут что-то тяжелое и восточное. А Rouge Bonheur вместо этого открывается острой свежестью. Перец дает яркую пряную искру, а имбирь теплую, чуть лимонную, свежую, с легкой остротой. Это как глоток имбирного чая на морозе. Аромат сразу заявляет о себе. Живо, празднично, с характером. Сердце, роза и магнолия. Через минуту приходит теплая, бархатная, цветочная волна. Роза здесь именно пламенно-красная, как сама описала Дельфин Жельк, насыщенная, теплая, чуть медовая, без сладости. Магнолия рядом добавляет белой солнечной мягкости, чуть лимонной кремовости и работает как свет на темном красном фоне. Это очень редкое сочетание для современной нишевой парфюмерии. Пряный старт и плотный цветочный центр, без перехода в гурман. База – кедр и белый мускус. И вот здесь аромат становится по-настоящему благородным. Кедр дает сухую, теплую древесную плотность, как старые балки китайского храма. Белый мускус обволакивает все это нежной, теплой кожаной аурой. Композиция не утяжеляется, она именно углубляется, остается живой, но обретает серьезность вечернего парфюма. В итоге получается удивительная композиция, одновременно свежая и теплая, пряная и цветочная, дневная и вечерняя. Один из тех редких ароматов Guerlain, которые звучат современно и совершенно по-герленовски. Кому же Rouge Bonheur 2026 года? Тем, кто ищет особый праздничный аромат для важных вечеров. Представьте, новогодний ужин, юбилей, важная дата. На вас вечерний костюм или платье, в руках бокал шампанского. Rouge Bonheur здесь работает идеально. Он одновременно праздничный и благородный, заметный, но не вызывающий, теплый, при этом очень элегантный. Аромат идеален для осени, зимы и очень прохладной весны. День и вечер, оба варианта работают. Шлейф сильный, плотный, заметный, но при этом не давящий.
Те, кто рядом, точно почувствуют и почти всегда захотят узнать, что это. Стойкость 8-10 часов и больше, что для аромата с такой свежей верхушкой очень достойно. Основные аккорды: пряный, цветочный, свежий, древесный и теплый. Вердикт. Rouge Bonheur 2026 года – это редкий случай, когда лимитированный выпуск получается не только эффектным внешне, но и по-настоящему сильным ольфакторно. Дельфин Жак создала очень современную и очень праздничную, и при этом очень герленовскую композицию. Прямо свежий старт, плотное цветочное сердце, благородная древесная база. Это уже не просто парфюм, это коллекционный объект на стыке высокой парфюмерии и ювелирного искусства. И каждый, кто держит такой флакон в руках, понимает, что это надолго. Заказать на распив этого редкого аромата, пока у нас он есть, можно на сайте нишевой парфюмерии maiparfum.com. Ссылки в описании. Такие выпуски расходятся быстро, и второй раз попасть в коллекцию обычно уже не получается. Пишите в комментариях, как вы относитесь к лимитированным юбилейным выпускам. Коллекционируете или предпочитаете обычные постоянные ароматы. Ставьте лайк, если вам зашел данный выпуск. Подпишитесь, если еще не сделали. Телеграм и Инстаграм, QR-коды на экране, а ссылки в описании. До встречи на MyParfum.